Привет, я доктор Берг. Хочу ответить на вопрос, сколько времени нужно, чтобы войти в кетоз? Это сжигание жира. Хороший вопрос. Люди часто думают, что это произойдет за 2 минуты. Но это не такой быстрый процесс. Поймите одну вещь. Вы жили за счет сахара всю свою жизнь. И теперь нужно переключиться на совершенно другое топливо. Клетки должны построить новые машины, которые работали бы на жире. Им нужно создать новые ферменты для расщепления совершенно другого топлива. Для этого требуется время. Если вы полностью здоровы, это может произойти за неделю. Но в среднем перестройка занимает от 1 до 1,5 месяцев. Тело изменится, вы будете чувствовать себя по-другому. Но как понять, что вы в кетозе? Во-первых, вы действительно наедаетесь. Далее, вы можете долго не есть и при этом не быть голодным. Больше нет тяги к сладкому. Мозг работает лучше, вы более сосредоточены, нет затуманенности сознания. Уровень сахара в крови лучше. Память становится острее. Меньше ходите в туалет по ночам. Эти признаки говорят о кетозе, но в процессе перехода могут возникать эти симптомы. И это хорошо, потому что организм перестраивается, так и должно быть. Нельзя пройти кето-адаптацию лишь наполовину. Нельзя есть немного сахара каждый день и думать, что организм адаптируется. Нужно сократить сахар до 0. Да. Чтобы процесс пошел. Все или ничего. Если поступает сахар, организм всегда будет сжигать его, а не жир. Мы приучаем организм сжигать жир, и придя к этому, обратно вы не захотите, ведь вам будет гораздо лучше, и вы будете худеть. Что делать при таких симптомах? Усталость. Если есть усталость, это означает, что у вас дефицит витамина В5, пантотеновой кислоты. Все просто. Начните его принимать, и энергия повысится. Почему? Потому что В5 — это помощник жиросжигающих ферментов. Если из-за стресса есть дефицит В5, что ж, вы будете уставать. В5 должен быть в норме. Если сводит мышцы, это говорит о дефиците калия. Мой план питания подразумевает употребление от 7 до 10 стаканов овощей в день, и этой проблемы не будет. Но кетогенная диета не будет полноценной, если не употреблять овощи или употреблять недостаточно овощей, потому что калий нужен не только для выведения жира из печени, но и для нервной системы и мышц. Это электролит. Потому что при кетозе вы теряете много водного веса, поэтому нужны электролиты. Еще один электролит — соль. Если есть мышечная слабость, нужна соль. При вздутии помогают очищенные соли желчных кислот. Это моя формула. Люди совершают такую ошибку. Только входя в кетоз, они сразу начинают слишком налегать на жиры. Желчный пузырь распухает, и это вызывает боль в правом плече. Это из-за избытка жиров. Начинайте с небольшого количества и постепенно его увеличивайте, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Проблемы со сном. При кетоадаптации это из-за нехватки кальция и магния. Если вы не спите или стали спать хуже, примите кальция и магния. И все. Вы засыпаете. Я хочу, чтобы вы поняли, всему нужно время. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Это сработает, это всегда срабатывает. Выделите на этот процесс больше времени. Не ждите, что это займет день или 2, а то через 2 дня не будет результата, и вы бросите. До скорого. Большое спасибо за просмотр. Для меня это очень важно. Пожалуйста, нажмите «Поделиться» и увидимся в следующем видео.